Что делать, если в твою голову проник кто-то чужой и начал управлять твоими действиями? В мистическом романе Тим Морозова «Голос, который меня написал» грань между реальностью и чужим безумием стирается безвозвратно. Это история о человеке, ставшем заложником опасного дара и чужой воли. Хватит ли у вас смелости дочитать ее до конца? Книга уже доступна на Литрес и Озон. Ссылки в описании под видео. Друзья, наконец добрался до этого дома, где должен быть полтергейст, где он недавно проявил себя. Ну как уже недавно, я очень долго до него добирался. Вот, собственно, мне наконец удалось. Так, друзья, вроде все открыто по координатам. Дом этот. Сейчас сразу принесу все сумки, переоденусь и пойду тогда только вовнутрь дома. Ну что, друзья, вы готовы? Я не готов. Честно говоря, пришлось в объезд ехать, объезжать болото по полям. И вместо 30 километров получилось 40. 40 километров по полям, чтобы добраться до этого дома. Ладно. После того, как открыл дверь, атмосфера в доме словно изменилась. Я бы сказал, что здесь немного жутко. Это всего лишь зеркало. Просто боковым зрением увидел какое-то движение. Напугался, как говорится, сам себя. Какой странный шкаф. Тут есть кто-нибудь из мира духов? Так, друзья, пока кроме скрипов пола, которые, наверное, последовали из-за того, что я прошел, ничего нет. Ну, довольно милые рисунки. Практически. Сердечки, цветочки. А вот это женщина. У меня что-то прям мурашки даже. Ладно. Скорее всего, это всего лишь детские рисунки. Так, сейчас я камеру установлю на штатив и попробую просто посидеть в тишине некоторое время, послушать этот дом. Так, снимаю микрофон, он будет отдельно тоже писать всю атмосферу.
Тут есть кто-нибудь из мира духов? Итак, друзья, пробыл в тишине несколько минут. И ничего. Надеюсь, что Стас не выдумал эту историю, потому что это было бы ужасно. Сколько трудов я проделал, чтобы добраться до этого дома. Ладно, сейчас я на всякий случай расставлю камеры по всему дому, где могу. Ну, в принципе, как-то так. Камера 1, ЧБ в прихожей. Камера 2, это у нас будет кухня. Показалось. Подключили среднюю камеру номер 3 в зале. Так, друзья, из телевизора сделал свою мини-базу. Можно отсюда убрать. Получается прибор поиска, мишка, рация. Но пока сигналов никаких не было. Здесь есть кто-нибудь из мира духов? Если меня кто-нибудь слышит, дайте знак, сигнал, стук, все что угодно. Это всего лишь скрипучие полы. Друзья, нет ничего. Но хочу попробовать ту штуку, которую нашел закопанной в доме ведьмы. Буду называть ее трубкой дьявола. Конечно, немного страшно прибегать к такому методу, тем более она принадлежала реальной ведьме. Но сама трубка, она никого не призывает. Она работает немного по-другому и воздействует уже на имеющихся духов. То есть, если в доме есть какие-то духи, то она на них будет воздействовать и усилит их силу и способность идти на контакт. Если же никого нет, то она не должна никого призвать. Здесь специальные травы, которые надо не вдыхать, а выдыхать. То есть распылять их по дому, чтобы духи вышли на контакт. Трубка древняя в руках, дым клубится в ночных часах. Голос духов сквозь туман, открывается черный стан. Через дым и через мрак призываю я вас, мрак шамана. Голос, шепот рун, духов древних слышу стон. Духи тьмы, спешите вниз, сквозь дым приходит мой сюрприз. Трубка зовет, трубка поет, врата иных миров откроет. Элатра, Марвас, Элиан, Крут, древних спешит сюда народ. Дым наш портал, наш верный щит, духом живым здесь верный путь. Что же, друзья, и это не помогло. Даже эта трубка дьявола. Что ж, ночью обратно ехать по тем ухабам вообще не вариант. 40 километров пробираться сквозь дебри. Так что остаюсь здесь, буду спать на этой кровати. Конечно, сделаю все подстилки, чтобы чисто было. Так-то. На всякий случай поставил 2 камеры. Если вдруг что-нибудь произойдет, то вся надежда на них. В принципе, все. Спокойной ночи.
И из подвала слышу какой-то звук. Кто-то там скребется. Послушайте. Я не знаю, может мыши? Я мышей часто вижу на заброшках. Но надо бы проверить. Слышно плохо. Тут есть кто-нибудь? Странно. Все еще скребется. Обычные мыши при громком шуме разбегаются. Здесь какая-то нора. Может быть, у Стаса богатое воображение, и его просто-напросто напугали животные. Хотя с нее никто давно не ходил, потому что, видите, паутина. А это что? Зеркало. Первый раз вижу в подвале зеркало. Зачем в подвале может быть зеркало, я не знаю. Может быть, его сюда спрятали, потому что боялись. Или оно было неприятно. Думаю, зеркало здесь не просто так. Возможно, его боялись, поэтому спрятали. Хотя могли просто выкинуть. Подниму его наверх, сверху разберусь. Друзья, по возможности протер зеркало. С ним что-то не так. Сейчас покажу, в чем проблема. Видите, на него срабатывает прибор. Но кроме скрипов, которые, я думаю, что шли из него, пока ничего не происходит. Сейчас попробую снова трубку и расставлю свечи. Если меня кто-нибудь слышит из мира духов,
Ответьте мне. Если меня кто-нибудь слышит из мира духов, ответьте мне. Твою мать. Зеркало. Там точно сейчас что-то было. И это не игра света. Я что-то видел. Чтобы я разбил зеркало, мне нужно знать, кто ты. Назовись. Назови свое имя и что ты за сущность. Назовись, кто ты, и я помогу тебе. После этого зеркала в доме находиться стало очень жутко. Кто ты? Назовись. Там снова что-то промелькнуло. Назовись. В этом зеркале определенно находится какой-то злой дух. Нет. Выбраться оно само не может. Если бы могло, уже бы давно выбралось. Может, лучше отнести его в подвал обратно.
И я сейчас почувствовал от этого зеркала словно какую-то темную энергию. Мои пальцы словно зажгло. Поставил тепловизор. Может, кто-то увидит, даст какое-нибудь объяснение. В зеркале или он здесь не один. К черту, надо отнести его обратно в подвал. Мать твою. Ты мне не говоришь, кто ты. Скажи мне, кто ты, как ты оказался внутри этого зеркала. К черту это все. Так, друзья, на сегодня я ухожу. Ладно, сегодня я больше не снимаю.